Итак, ребята, всем привет! Я помню прекрасно, что обещала вам снять ролик про Европу, что будет с Европой. Вы в комментариях все писали, интересовались этим моментом, и я, конечно же, его запишу, но после вот этого видео, потому что сейчас с тонкого плана мне пришла очень важная информация, то, что я увидела, то, что я почувствовала, и это очень срочная информация, которую мне хочется сейчас, прямо здесь, сейчас озвучить и с вами поделиться. Эта информация касается в первую очередь тех энергий, которые мы так все ждали с 2026 года. Ну и она плюсом, да, до этого я знала, что эти энергии придут, что это будет, да, то есть я видела это как некая волна такая, как воды, да, очищающая, которая моет весь мир. Сейчас мне уже более подробная информация пришла по этим энергиям, поэтому их я буду сегодня озвучивать. Ну а перед тем, как начать, я хочу вас всех попросить поставить лайк этому видео, подписаться на канал и, конечно же, поддержать это видео комментариями о том, что вы думаете, какие бы видео вы хотели видеть на моем канале, каких видео вам не хватает или какие видео, допустим, слишком много. В общем, делитесь своим мнением, мне оно очень сильно важно, своими достижениями. Вот, ну а мы начинаем. Во-первых, хочется отметить, что эти энергии раньше я в них больше чувствовала такой, знаете, не то чтобы теплая, а какая-то теплая вода, да, то есть что-то, что омывает, то, что моет. То сейчас я вижу энергии, очень сильный диапазон света. Вот прям это, скорее всего, как раз-таки те энергии уже именно того пространства светлого, в которое мы должны выйти. То есть, если вы следили за моими роликами, если вы их смотрели, то вы должны помнить, что я до этого постоянно говорила, что мы находимся, да, в таком состоянии, где мы вышли вроде как уже из темной зоны, да, но не вошли в светлую. То есть мы находились на границе между темным пространством и светлым. Граница — это пограничная зона, да, где энергии условно нейтральные, то есть они не темные и не светлые до конца. То есть это как раз-таки зона, где существует вот два вида энергии, да, в неком балансе и равенстве, то сейчас наше мироздание, оно уже начнет разворачиваться, то есть вот прям вот, знаете, как земной шарик нам показывают, да, и он такой разворачивается, да, типа крутится там вокруг своей оси и так далее, но здесь вот разворот такой будет именно захода уже, прохода вот в это светлое пространство, то есть наше мироздание действительно начнет двигаться, да, как шарик катиться, но уже в светлое пространство, то есть оно больше вот туда начнет проходить. Естественно, это будут совершенно новые энергии, то есть здесь не то, чтобы кто-то там лампочку включит и запустит нам новые энергии сюда. Нет, это будет не так. Есть само пространство, в котором слишком много вот этих вот энергий, да, светлых, и они обжигающие. Сейчас объясню, в чем вот я как чувствую, да, обжигающий вот этот момент этих энергий, в том, что это пространство, оно достаточно очень токсичное будет для всего темного. То есть это пространство, в котором буквально вот то, что мне шло с тонкого плана, что темные энергии, которые находятся, да, в нашем мире, они будут буквально сгорать на солнце. Знаете, вот как в фильмах про вампиров, вот, когда он там выходит на свет, да, или там энергия света, то есть такой рассвет, да, начинается, первые лучи, то есть вот он вышел на солнце и сгорел, да. И здесь что-то похожее, но это будет не так, конечно, как в фильмах это показывают, то есть эта энергия будет выжигать изнутри, прям вот я говорила, да, в солнечном сплетении находится как раз точка выхода, да, нашей души, и именно эти энергии будут воздействовать на, по большей степени, вот эту точку выхода, и как вот душа, то есть то, что там исходит, да, точки выхода, будет работать. И все, что так или иначе работает на низких частотах, оно начнет
умирать условно. Это мне шло, я еще давно, да, говорила, что сейчас они пытаются, чтобы вот когда еще эта укализация массовая была, что они пытались внедрить некое вещество, которое будет удерживать людей на низких частотах. Как бы таким образом они пытались удержать мироздание, да, чтобы оно осталось вот в темном пространстве, чтобы оно не заходило в светлое, так как, ну, типа, будет там гибель всех и вся. Но это не прокатило у них. Но люди, которые сами по себе находились на низких частотах, то есть вы видели, что с ними, точнее, на высоких частотах, достаточно сама душа, да, была на высоких частотах, и они прошли эту укализацию, увидели, что с ними происходило. То есть, когда буквально изнутри их сосуды, да, начинали вскипать, то есть, когда само тело не выдерживало того света, то есть той энергии, которая исходит из души. И это яркий пример того, как изнутри выжигается, да, вот, ну, то, что не способно принять эти энергии. Так вот, и к чему это я? С одной стороны, я думаю, многие обрадуются тому, что я говорю, да, тому, что я увидела, потому что наконец-то, да, те самые вампирюги, прям злющие вампирюги, которые здесь сидят, они просто не смогут существовать никоим образом в новом пространстве. То есть, да, сейчас перестроение общества идет перестроение, я записываю, да, ролики, которые о политике, не сколько для того, чтобы вам рассказать о политике, сколько посмотреть, да, вам передать именно тот взгляд, как меняется общество и как меняется структура мира, чтобы вы видели, что те сейчас моменты, которые происходят на политической арене, это больше, чем просто какие-то события. Это события, которые связывает некая цепочка, которая должна привести к другим совершенно иным временным линиям, да, наше общество, в принципе, всю параллель. Так вот, убирая тему политики, здесь мы можем еще понимать, что эти процессы, они будут происходить параллельно, то есть не только там на физическом плане будут какие-то моменты, которые мощные удары будут наносить по глобалам, в принципе, я вам освещаю, вот последний ролик, да, был об этом, не только вот подобного рода, но и плюсом к этому всему будут происходить энергии, то есть заходить эти энергии, просто как солнце светит, да, просто которые будут вот полностью менять мир и структуру мира изнутри каждого человека. И здесь я хочу сказать, что для кого-то это будет последний вагон, потому что вот сейчас эти энергии уже начинают действовать. Я вот прям чувствую их, понимаете, как будто они уже начали запускаться. То есть сейчас еще механизм не виден. Но, знаете, вот как вот заводят, да, вот ключик вот заводной, вот его заводят, и вот завод вот этот начинается, и потом начинает какой-то механизм работать. Вот сейчас мы находимся на стадии того, что кто-то вот ключик вот так вот вертит, да, и заводит эту машину, грубо говоря. И когда уже машина начнет работать, то есть тикать, да, вот это вот, ну, не знаю, как это объяснить по-другому, то есть уже эти энергии что-то будет невозможно предотвратить. Вот так. И про последний вагон, о чем я еще хочу сказать, сейчас самое время, ребята, всем заняться повышением своих вибраций. Я до этого много раз говорила, повторялась каждый Новый год. Я говорила о том, что, ребята, те энергии, которые придут, те изменения, которые начнутся, они будут валовые, массовые. Это энергия, которая зайдет в наше пространство. Оно не будет там рассматривать, кто там хороший, кто плохой, кто еще что-то, да. Это просто огонь, который горит, и все, что в него попадает, оно либо сгорает, либо остается, потому что оно той температуры, ну, то есть оно не плавится, да, условно. Так вот, и здесь эти энергии будут точно такими же. Это энергии, которые будут плавить, да, что-то, а другое, то, что светлое, то, что синхронизирует, вибрирует на уровне этих энергий, оно будет условно нормально в этих энергиях себя чувствовать. Но то, что находится на низкочастотных каких-то низковибрационных состояниях,
оно все будет сгорать, причем сгорать условно заживо, вот как вот показывает с этими, на примере, да, я говорила, то есть изнутри будут сгорать, как на примере с вампирами. И это, скорее всего, будут какие-то массовые, то есть, возможно, мы увидим как раз-таки в полной своей красе последствия локализации, вот, и прочего. Это прям не будет так, что прям все очень-очень там, да, вот все там на солнце сгорают и так далее, но это будет какое-то очень-очень повальное что-то, очень много слез. Я говорила, да, как-то, что много плача, много слез, то есть и здесь нужно понимать, что единственный выход из этой ситуации — это начать работать над собой, начать работать над негативными программами, которые мы носим, да, которые были внедрены нам негативной темной матрицей, которые внедряли нам темные, да, и мы, работая по этим программам, к сожалению, да, находясь на этих программах, до сих пор синхронизируемся с негативными низкими частотами, потому что изначально все эти программы были прописаны для того, чтобы нас в эти частоты загонять и там держать для откачки галаха. И те, кто, к сожалению, будут продолжать в этих частотах находиться, они так или иначе попадут под раздачу вот этих энергий, так или иначе просто вот изнутри, начиная медленно гореть, условно. Вот, я не люблю плохие новости, я не люблю пугать кого-то, вы сами знаете, я надежда, да, и я люблю дарить надежду людям, но это то, что мне идет, и я считаю, что важно с вами этим поделиться. Вот, это первое. Второе, сейчас не зря, наверное, вы заметили, да, что идет волна, то есть мы можем увидеть вот этот вот момент, что изменения внутри каждого из нас, они прям не то что просятся, они кричат о том, что каждый должен смотреть внутрь себя, каждый должен меняться, каждый должен смотреть за своим мышлением, смотреть, работать над этим. Не зря мы сейчас видим, то есть как это, да, отражается в мире, потому что нам бы не давали как бы каких-то, ну, условно, задач, да, которые невыполнимы. То есть, естественно, в мире есть очень много всего, также, да, с канцелярией, все для того, чтобы дать возможность каждому проснуться и каждому вот эту работу над собой совершить, да, сделать, измениться к началу вот этих энергий. Также меня сюда прислали для этого, и я это прекрасно помню, да, как я сюда спускалась, и как мне говорили, что надо, потому что я в канцелярии как раз-таки занимаюсь вопросами переработки опыта, то есть моя душа работает в том отделе канцелярии, условно, да, так назовем это, которая помогает душам переработать и наработать опыт, то есть позволяет проходить какие-то жизненные уроки, условно, да, вот, поэтому я очень много знаю о том, как те или иные программы, да, как тот или иной опыт и так далее, то есть душа должна трансформировать, то есть пройти его, да, чтобы это осталось опытом, а вся вот эта вот шелуха, которая идет в процессе опыта, чтобы ее устранить. И то есть сейчас поэтому я начала активно, и в СК, да, мы начали активно работать над тем, чтобы конкретно именно работать над собой, да, над своими внутренними процессами. Именно поэтому я написала всем известный курс по отключению подключек, дала его в доступ, да, вот, что каждый может не просто там раз там в несколько чего-то там я запускаю этот курс, а каждый может его в любой момент, да, приобрести и пройти, потому что там очень много материала по именно отключению подключек негативных систем, то есть поэтому я начала вести личные консультации, то есть я от себя это делаю по максимуму. И плюсом вы можете увидеть то, что требуются изменения, потому что сколько сейчас информации о внутреннем мире человека, о психологии, да, о том, что напрямую наше мышление и реальность связаны. Сейчас очень многие говорят об этом, очень многие говорят о том, что мы должны выйти, да, не просто там мир выходит в новые пространства, но и каждый человек, то есть не просто так вот это эхо пробуждения
весь мир затронула. Не просто так мы с вами, каждый там в свое время открыл глаза и увидел: мамочки, что же здесь происходит, да, что же это вообще такое, что эти глобалисты, все, мы жили, не тужили, как говорится, и потом в один прекрасный день просто проснулись в другом мире. И это все не просто так. Это потому, что каждый из нас, то есть получил время, да, возможность для того, чтобы внутри прийти к определенному балансу и войти в этот новый мир, понимаете? И войти нам в него надо с определенными своими уже более высокочастотными энергиями. И, конечно, каждый из вас выберет свой путь, да, кто-то скажет, что я этот ролик там записала для того, чтобы там что-то, какие-то свои ресурсы прорекламировать или еще что-то. Но нет, это не так, есть очень много способов, каждый выбирает для себя, кто-то идет к психологу, кто-то идет еще куда-то, то есть, но дело в том, что задача каждого из нас в данный момент и в данном контексте, да, перед вхождением вот в этот вот новый мир и в новые энергии, это пробудить свое истинное я до конца и вернуть себе все свои силы, всю свою энергию, весь свой внутренний стержень и всю свою внутреннюю силу для того, чтобы встретить эти новые энергии, встретить этот новый мир со своей сильной позиции, да, потому что когда зайдут энергии, начнется выжигание. И здесь, ребята, вот положа руку на сердце, то, что идет, да, то, что мне очень сильно, не совсем нравится, то, что я бы не хотела, чтобы такое произошло, но я понимаю, что некоторые вещи, они неизбежны, да, но я бы, наверное, никому этого не пожелала, потому что есть такое понятие в получении опыта, да, я вам говорю, как душа, которая именно занимается тем, что помогает другим душам вот именно осознавать и проживать опыт. Есть такое понимание в опыте, что правильный выбор, да, или выбор, который не заставит тебя больше идти по граблям, он самый сложный. Точнее, он простой. Но именно морально сделать этот выбор достаточно сложно. Ты будешь отнекиваться, говорить: нет, мне это не надо, там, мне не нужно там ничего делать, я совершенно нормально, у меня все, да, у меня все есть и так далее. То есть попытка сбежать от там понимания, да, того, что у тебя есть проблемы, и я думаю, каждый человек сейчас, если он нормально задаст вопрос, не уйдет сопротивление, а задаст себе вопрос по-честному, да, самому себе. Не надо мне отвечать на этот вопрос, просто самому себе. Если у меня реально проблемы, которые, я понимаю, приносят мне большую боль или которые мне нужно решить, он увидит эти проблемы в себе. Он поймет, что да, они есть. Он может их скрывать от себя, он может скрывать их от меня, там, от психологов, от своей родни, от всего-всего-всего. Но, ребята, от новых этих энергий, которые придут и которые просто войдут в этот мир, никто ничего не сможет скрыть. И то, что я не хочу озвучивать, да, это то, что люди, некоторые, которые пребывают в большинстве своем в негативных каких-то состояниях, в низкочастотных вибрациях, в том числе там зависти, злости там и много-много вот другого, которые не хотят смотреть вглубь. Я говорила, что эти энергии, они не будут смотреть, кто хороший, кто плохой, у кого что болит. Они будут просто сметать все на своем пути. И, к сожалению, помимо внутреннего, да, вот этот вот процесс некого выжигания, он будет сопровождаться у многих. То есть оно догонит, не в зависимости от того, кто и сколько от этого бежит. То есть, да, от этих энергий никто не убежит. Можно убежать от самого себя, убежать от понимания проблем, там, нежелания чего-то делать, но от этих энергий не убежит никто. И многие люди, которые будут очень сильно и очень-очень глубоко сидеть в негативных программах и в травмах, то здесь может быть при этих новых энергиях вплоть до травмированности души, то есть вплоть до таких моментов. Когда эти энергии зайдут, будут сломы и переломы, грубо говоря, внутренние. Вот. Мое дело предупредить, потому что эта информация пришла ваша
уже задача делать выводы, думать о том, что насколько каждый из вас готов, не готов к этому, и что вы, и как вы, и куда вы хотите пойти, что там делать, да, что изменять. Каждый решит для себя, но сейчас не зря идет эра психологии, эра того, что очень много информации о внутренних травмах, о душевных травмах, да, о том, что нужно там возвращать себе там свою внутреннюю суть, да, возвращать себе веру в себя, как раз такие моменты вот с абьюзом. Сейчас просто, ребята, если вы посмотрите тему абьюза, то куча роликов, куча психологических роликов там на эту тему, а это как раз-таки кто такие абьюзеры в первую очередь? Это такие очень хорошенькие, темненькие, знаете, ребятки, которые очень хорошо манипулируют светленькими ребятками. И как раз-таки светленькие ребятки очень часто сидят в роли жертвы у таких вот абьюзеров, то есть темных. И мы даже не осознаем, что, находясь вот в абьюзе, в таком, мы сами того не осознавая просто пашем на темных день и ночь. И эти темные, они могут быть рядом с нами, мы даже не понимаем это, там, это могут быть и родные какие-то, и друзья, там, и кто угодно. Поэтому вы здесь смотрите, да, рассмотрите тему абьюза. У меня тема абьюза есть только в СК. Я там делала большие подкасты, я прям в прямых эфирах разбирала, да, тему нарциссического абьюза и так далее. Вот, есть эти темы, очень много про это там, но на самом канале этого практически нет. Если вам интересно, напишите, кстати, в комментариях, да, если вам интересна тема абьюза и почему абьюз тесно связан с темными, да, вот, напишите в комментариях, я запишу ролик про абьюз, вот, и почему это именно там, да, ядро личности темное в основном, то есть баланса в этом нет. И немножко подискутирую с вами на эту тему, без всяческого условно предвзятого отношения, без всего, просто чисто вот то, что есть. Потому что я вижу людей, которые там манипулируют другими людьми, как они выглядят, что у них есть, да, какие энергии от них идут и прочее. И как раз-таки зависть там и прочее, прочее, прочее. Вот это вот зависть, ненависть, желание там присвоения, да, желание отбирать там чужую свободу и так далее, да, это все очень сильно присуще абьюзерам. Обесценивание. Вот я, кстати, очень много в комментариях под своим роликом вижу вот этого вот абьюзивное обесценивание, то, когда люди пытаются обесценивать там ту информацию, которую им дают, обесценивать своего автора, то есть и все остальное, то есть пытаясь самовозвыситься за этот счет. Это тоже, ребята, негативные программы, то есть это как раз-таки поведение темных. И я не скажу сейчас, что все там, кто пишет такие комментарии у меня под видео, это все темный, нет. Но многие из них даже не представляют, что это все запихано в их головы при помощи темной матрицы, которая ими управляет. И она продолжает существовать в этом мире за счет того, что дергает людей и на подобные поступки, и на подобное поведение, и прочее, прочее. И это все будет, не знаю, очень плачевно на самом деле. Мне прям немножко как-то об этом говорить, да. Вот, неприятно, потому что я не люблю как бы говорить о чем-то таком, условно не сильно положительном, то есть это будет не очень приятно для людей, которые вот этого не чувствуют и не видят в себе, то есть будет больно бить по шапке очень сильно, потому что ты идешь по граблям, когда по каким-то, да, получению опыта, ты наступаешь сначала на маленькие грабли, тебя чуть-чуть ударило, если ты ничего не понял, тебя еще сильнее ударит. Если ты опять ничего не понял, удар будет уже такой, чтобы ты, точно заметил, да, эти грабли. Но если ты опять ничего не понял и не задумался о том, чтобы по граблям ходить больше не надо, да, тебя
просто ударит так, что будет через травму очень болезненно осознаваться, да, вот те грабли, на которые ты наступаешь. И, к сожалению, вот эти, ну, к сожалению или кому-то к счастью, да, но для тех людей, которые не хотят видеть грабли, то есть никак не хотят, да, эти энергии, которые будут вот-вот уже включены, вот, ну, вот-вот это в понимании того, что там, да, наверху и у нас здесь, это, вы знаете, что время разное, абсолютно, восприятие, да, временных диапазонов, но в этом году это уже процесс запускается, то есть эти уже энергии будут входить, не прям бах и все там резко, да, а вот как солнышко всходит, так и оно будет начинать. И эту волну уже будет не остановить, как я говорила. И эта волна, эта световая волна, она будет тем самым ударом по голове таким до травматизации. Поэтому просто никому не хочу ничего сказать, но, ребята, просто желаю всем, чтобы каждый с силой своей, да, которую он излучает изнутри, зашел в эти новые процессы и зашел туда сильной, а не слабой позиции. Вот. То, что хотела сказать. Потому что только истинный вот этот свет души, да, который раскрыл все вот эти вот темные механизмы, да, снял с себя, и истинный свет вот этот излучает истинный свет. Только они не пострадают, потому что они уже будут синхронизировать на волне вот этих новых энергий. Вот, ребята. Так что как-то вот так. Еще раз вас прошу, если кто не поставил лайк, обязательно поставьте. Также пишите комментарии свои, может кто-то тоже чувствует, да, из вас, кто что чувствует по новым энергиям, у кому еще идут какие виды информации, пишите, мне будет очень интересно почитать. Но у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.